Здравствуйте! Сегодня мы с вами будем вязать такую розовую кофточку с ажурными сердечками. Я буду вязать 100% акрила в 50 граммах 150 метров. Спицы 2,5 миллиметра. И давайте наберем обычным способом 116 петель. После того, когда мы наберем 116 петелек, провяжем резиночкой 1 на 1, одну лицевую, одну изнаночную, 10 рядов. Итак, я провязала 10 рядов резиночкой 1 на 1. И теперь давайте провяжем 6 рядов платочной вязкой, то есть все петли лицевые, в лицевых рядах и в изнаночных. Вот я вам еще забыла сказать. Когда мы провяжем 2 ряда лицевой и изнаночный, в третьем ряду на планочке правой полочки сделаем отверстие для пуговки. Первую снимаем, 2 лицевые, накид и 2 лицевые петли вместе за передние стенки. В изнаночном ряду накид также будет провязываться лицевой петлей. Вяжем еще 4 ряда. У меня готово 6 рядов платочной вязки. И теперь приступим к вывязыванию сердечек. Провяжем 6 петелек. Это будет у нас как бы планочка правой полочки, где будут располагаться отверстия для пуговок. Дальше вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6 лицевых петелек. Дальше следует 1 накид и потом 2 петли вместе с наклоном вправо. Это значит, мы провяжем 2 лицевые петли за передние стеночки вместе. Дальше вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 лицевых петелек. Повторяем накид и 2 петельки вместе лицевой за передние стенки. Дальше снова 11 лицевых, накид и 2 вместе. Так вяжем до конца ряда. Изнаночный ряд вяжем все лицевые петли. Я провязала 6-й ряд, и теперь мы приступим к вывязыванию сердечка. Вяжем 6 петелек планочки, на которые у нас будут отверстия для пуговки, лицевыми петлями. Первую снимаем. И смотрим. Это у нас лицевые петли. 6 петелек провязываем. Дальше накид и 2 петельки вместе с наклоном вправо. Это значит, берем 2 петли и вместе провязываем лицевой за передние стенки. Дальше 5 лицевых петель.
повторяем рисунок. Снова 6 лицевых петель. Накид. И 2 петельки вместе за передние стенки. Итак, провяжем до конца ряда и закончим 6 петельками планочки левой полочки. Изнаночный ряд вяжем все петли лицевыми, кроме накида и петельки, которые у нас связаны 2 вместе. Эти петли мы провяжем изнаночной. Вот у меня готов первый ряд рисунка и изнаночный ряд. Теперь приступим ко второму ряду рисунка. Итак, вяжем 6 петелек планочки. Дальше 4 лицевые петли. Дальше смотрим 2 петельки вместе с наклоном влево. Провяжем 2 лицевые петли вместе за задние стенки. Дальше накид, лицевая, накид и 2 петельки вместе за передние стенки. Дальше 4 лицевые петли и по новой 4 лицевые петли, 2 петли вместе с наклоном влево, накид, лицевая, накид, 2 петли вместе с наклоном вправо. Изнаночный ряд вяжем все петли лицевые, кроме накидов и петелек, которыми мы соединили 2 петли, вяжем изнаночными. И таким образом вяжем по рисунку ряд сердечек. Вот, пожалуйста, посмотрите. Один ряд сердечек у меня готов. Теперь давайте провяжем между сердечками 6 рядов платочной вязки. Все лицевыми петлями. Не забывая делать между 3-м и 4-м рядочком отверстие для пуговицы. Когда мы свяжем 6 рядов платочной вязки, снова приступим к вывязыванию сердечек. И давайте так провяжем 3, включая этот первый ряд с сердечками, всего 3 ряда с сердечками. Теперь мы свяжем с вами рукава. Наберем на спицы 40 петель и провяжем резиночкой 10 рядов. Десять рядов резиночки рукава у меня готовы. И теперь вяжем лицевыми петлями. Рукав мы будем вязать платочной вязкой. И сделаем равномерно 8 прибавлений. Первое прибавление сделаю через 3 петли, дальше через каждые 5. На спицах должно у нас получиться 48 петель. Сделаем прибавление и потом провяжем платочной вязкой высоту рукавчика 14 сантиметров.
Я провязала 14 сантиметров рукавочка от резинки. У меня здесь получилось 72 ряда. И теперь мы зашьем рукав. Это у нас лицевая сторона. Повернем изнаночный наружу. И вот этим хвостиком, откуда мы начинали, зашьем рукав. Я буду зашивать просто через край, захватывая обе стеночки петли. Таким способом зашьем рукав и оставим свободными 2 петли. Вот я зашила рукавчик. Вот так у меня получилось. Петли оставляем на спицах. Мы будем их ввязывать в кофточки. И теперь таким же образом свяжем второй рукав и зашьем его. Напомню, набираем 40 петелек, вяжем 10 рядов резинкой 1 на 1. В следующем ряду платочной вязки наберем равномерно 8 петель и провяжем 72 ряда платочной вязкой поворотными рядами. Вот у меня готовы оба рукавчика. Теперь берем кофточку, отсчитываем с левой полочки 31 петлю и поставим маркер. И с правой полочки 31 петлю и поставим маркер. На эти места мы будем ввязывать рукава. И на спинке у нас осталось 54 петли. Итак, провяжем. Здесь у меня связано 3 мотива узора. И еще я провязала 1 ряд платочной вязки. Следующий ряд у нас будет, значит, платочная вязка. Между сердечками у нас 6 рядов платочной вязки. Так, вяжем лицевыми петлями. И не забываем делать между 3-м и 4-м рядом отверстие для пуговки. Я провязала 32 петли полочки, дошла до маркера, и теперь берем в руки рукав, хвостик рукава прячем вовнутрь, потом мы им зашьем дырочки под мышками, если останутся. И начинаем ниткой, которой мы вязали полочку, ввязывать рукав. Перевязываем петли рукава на спицу, на основные спицы. Так провяжем петли рукава, дальше вяжем лицевыми петлями до следующего маркера и вяжем второй рукав на это место. Вот я дошла до второго маркера и ввязываю второй рукав, левый рукав. Перебросим маркер и провяжем дальше полочки, петли левой полочки. Провяжем петли левой полочки и затем провяжем изнаночный ряд лицевыми петлями.
Давайте посмотрим, что получилось. Рукавчики на месте. И теперь я обозначила петельку среднюю, вдоль которой будем делать убавление в регланных линиях. Я отделила петельку вместе соединения рукава. Вот я отделила маркером рукав, потом одна петелька полочки и маркер. С этой стороны отделен рукав, одна петля спинки, вдоль которой будем провязывать регланные линии, маркер. И также с этой стороны маркер, петля спинки, маркер и рукава. И также здесь. Изнаночный ряд провязан, отверстие для пуговки на месте. И теперь начинаем делать убавление в регланных линиях. Сейчас у нас идет 5-й ряд платочной вязки. Значит, вяжем лицевыми петлями и остановимся за 2 петли до первого маркера. Вот я подошла к регланной линии между правым рукавом и спинкой, остановилась за 2 петли до маркера и повторяю те же действия. 2 петли вместе лицевой за передние стенки. Перебрасываем маркер, 1 лицевая, маркер и 2 петельки за задние стенки лицевой вместе. И дальше вяжем спинку и также сделаем убавление в регланных линиях между левым рукавом, полочкой и спинкой. Изнаночный ряд провяжем без каких-либо убавлений лицевыми петлями. Петли регланной линии тоже провязываются лицевыми. Итак, у меня провязан 1 ряд лицевой с убавлениями в регланных линиях и изнаночный ряд просто лицевыми петлями. И как мы видим, вот эта промежуточная полоска из платочной вязки в 6 рядов у нас провязана. Теперь мы снова приступаем к вывязыванию сердечек. И не забываем делать убавление в лицевых рядах и отверстие для пуговок. Вот, посмотрите, я провязала 1 мотив сердечек, регланная линия около 8 сантиметров. И теперь мы будем вывязывать росток. Сейчас мы провяжем лицевыми петлями, делая убавление в регланных линиях до маркера левой регланной линии. Сделаем убавление и провяжем 5 лицевых петель. Итак, я провязала лицевой ряд и остановилась после убавления регланной линии. Теперь провяжем 2, 3, 4, 5 лицевых петелек после убавления. И с 6-й петелькой поступим таким образом. Заводим нитку за петельку, снимаем петлю с левой спицы на правую, переносим опять на левую, поворачиваем вязание и вяжем изнаночный ряд лицевыми петлями. И остановимся у маркера между регланной линией другого рукава и полочки. Я довязала до регланной линии изнаночного ряда между правой полочкой и правым рукавом. И теперь провяжем 1, 2, 3, 4, 5
6 петелек. И 7-ю петлю мы обворачиваем ниточкой, переносим с левой спицы на правую и снова на левую, не провязывая. Поворачиваем вязание и вяжем лицевой ряд, делая убавление в регланных линиях до нашей обернутой петельки лицевого ряда. Вот я сделала убавление и подхожу к обернутой ниткой петле лицевого ряда. Теперь мы ищем эту ниточку, которую обвернули петлю, вытягиваем и вешаем на левую спицу и провязываем вместе с петелькой лицевой вместе. Дальше 1 лицевая, и со второй петлей поступим так же. Обернем ниточкой, перенесем на правую, потом на левую спицу, поворачиваем вязание и вяжем изнаночный ряд до обернутой петельки в изнаночном ряду. Я подошла к обернутой петельке изнаночного ряда, вытягиваю нитку, она у нас сзади, вешаю на спицу и провязываю вместе лицевой. Дальше 1 лицевая и снова повторяем это действие, заводим нитку за петлю, петельку снимаем на правую спицу, затем на левую, поворачиваем вязание и вяжем до обернутой петельки лицевого ряда. И таким образом мы повернемся еще раз в лицевом ряду, в изнаночном. Всего 5 поворотных рядов сделаем для вывязывания росточка. Вот теперь я подошла к последней обернутой петельке изнаночного ряда. Вытягиваю ниточку, провязываю вместе с петлей лицевой, и больше мы ряды не поворачиваем, вяжем до конца планочки и сделаем отверстие для пуговки. Посмотрим, что у нас получилось. Вот мы видим, что зад кофточки выше переда. И теперь закончим горловинку резиночкой 1 на 1, 10 рядов, и закроем петли. Я провязала 10 рядов резиночкой горловину. И теперь давайте закроем петельки. Первую снимаем, лицевая, и протягиваем ее через первую. Дальше изнаночная и протягиваем через предыдущую. И так вяжем по рисунку до конца ряда. Вот я довязала горловинку, закрыла петли, и теперь нам осталось отрезать все ниточки, спрятать их, пришить пуговицы, и кофточка будет готова. Всем, кому понравилось мое видео, ставьте, пожалуйста, лайки, пишите любые комментарии, подписывайтесь на канал. Всем удачи, до новых встреч!